Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой. В этой, на первый взгляд, наивно-сентиментальной лирике Булата Акуджавы заключено самое трудное уравнение, открытое в истории художественной литературы и сравнимое по значимости с формулой эквивалентности энергии массы E равно mc квадрат в теории относительности Эйнштейна, а именно женщина есть жизнь, то есть сам шарик голубой из лирики Акуджавы. Согласно этому уравнению, сбережение жизни – это прежде всего сбережение жены. Тайна мира шарика голубого в том, кого она, девочка, жена, женщина, полюбит. С точки зрения русской литературы – Бога-человека или человека-Бога, но именно она, женщина, в тайне своего уравнения есть сила, решающая судьбу вектора состояния шарика голубого, улетит или не улетит, останется. Она, эта сила, дана ей самим чудом ее женщины, природы, когда она, по слову поэта Осипа Мандельштама, еще даже не родившись, уже несет в себе эту силу, удерживающую миры. Она еще не родилась, она и музыка, и слово, и потому всего живого ненарушаемая связь. Кто же нарушает? Кто хочет украсть эту силу? Кто хочет разлучить землю с небом, по слову Ницше? Тот, кто убивает Бога, стремясь стереть главный код жизнесберегающей любви для жены. Если она отчуждена от этого кода, то обречена заблудить и заблудиться в лабиринтах падшего бытия, превратив чудо жизни в мерзость и ее запустение. Жену Гитлера звали Ева Браун, что в переводе «коричневая жизнь». Впрочем, тот, кто истинный жених для жены, может спасти ее даже тогда, когда ее уличили в блуде и хотят казнить, как в Евангелии от Иоанна. И тогда он говорит толпе умных и самоуверенных мужчин, требующих забить ее, уличенную в блуде, камнями: «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» И они, будучи обличаемые совестью, разошлись: спасена. Только не греши больше, говорит Спаситель. Блуд – это метание в собственном аду без возможности полюбить истинно и единственно. И выбраться из этого ада можно только причастившись сердцем и умом истинную любовью в Боге. В ее синергийном поле рождаются и не умирают все остальные виды любви: супружеская, к работе, к детям, к родине. Бог есть любовь, и пребывающий в этой любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Именно такая любовь спасает жену, жизнь, потому что долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Так в Новом Завете. Такая любовь зряча в повседневной реальности наших судеб и позволяет увидеть то, что многие сегодня не видят, став модными машинами желаний и ложной красоты. Поэт Николай Заболоцкий верит в то, что мы сможем увидеть истинную красоту женской сути, войдя в резонанс с высокими частотами ее волновой функции. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка, заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Эти стихи поэт назвал «некрасивая девочка», невольно уравняв этого лягушонка с фольклорной тайной царевны лягушки, найденной Иван-Царевичем. Но найдется ли сегодня для нее жених среди тех играющих мальчишек, радости которых она искренне сорадуется? Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чисто этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Заболоцкий чувствует стремительную утрату современного мира способности увидеть истинную красоту вечной женственности. И согласно приведенному выше уравнению, истинную красоту самой жизни, узреть тайну жизни в простой, на первый взгляд, девочке, девушке, женщине, вопреки гламурному обожествлению мертвой красоты. Такое смогут только те мальчики, юноши, мужчины, каковые суть не биологические особи с известным набором половых и материальных признаков, а те, кто научен богочеловеческому взгляду на некрасивую, прекрасную девочку и постиг то, что сбережение жизни и, соответственно, Родины в ее конкретной повседневности наших судеб означает сбережение жены в сокровенном равенстве Родина, жена. Уже Александр Александрович Блок в своем цикле «На поле Куликовом» говорит нам об этом равенстве. «Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь». Этот путь Родины есть путь Бога Родины, потому как в каждой любви, в каждой семье, в каждой судьбе решается судьба мира, особенно сегодня, когда, согласно откровению от Иоанна Богослова, рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа, так в конце Нового Завета.